Приветствую зрителей канала. Сегодня закончим обзор аудиокассет, которые я получил по ссылке. Это уже третья часть видеоролика. Ссылка на две предыдущие серии появится в верхнем правом углу экрана. Уже традиционно посмотрим, оценим состояние аудиокассет и бегло прослушаем записи на них. Итак, 5 кассет. Погнали! Купил вторую кассету от бренда Panasonic в мою коллекцию. Первый вариант был Panasonic HX90 1989 года, который изготовлен в дизайне TDK AR90 1988 года. В этот раз модель Panasonic EP90 1994 года имеет явное сходство с Konica XR190 1990 года. Вот сравните с кассетой, представленной также в этой посылке. Оба подкассетника, как я их называю, полуслимы, но у Konica он тонированный. Значительно царапанные, Panasonic сохранился лучше. Но пресс-форма, вот обратите внимание, у них одна и та же. Стопоры катушек в виде несимметричной литеры Y. У Konica идеально чистый вкладыш, у Panasonic пришлось почистить ластиком, стер вместе с линеечкой. При беглом взгляде кассеты очень похожи, но отличия все же есть. В частности, фактура корпуса и катушки здесь разные. Ленты обеих кассет очень похожи, вот раккорд такой слегка молочный. Возможно, это одна и та же лента. На сайте aquabus.com есть отметка, что эта модель Panasonic EP90 1994 года на этот раз производилась фирмой Konica. А мне всегда казалось из-за внешней схожести, что в свою очередь аудиокассеты Konica изготавливали на предприятиях TDK. Ну ладно, поверю, что все же аудиокассету Panasonic EP90 1994 года изготовили на производственной линии Konica. Ну а теперь сравните эту кассету и GVC F1 S90 1990 года из моей коллекции, которую, как заявлено на сайте aquabus.com, сделали на корейском Sayhan. Я могу заверить, что у них одна и та же лента. Даже катушки одинаковые. Но мы послушаем обе эти кассеты из посылки. Слушаем кассету Panasonic EP90. Первый тип ленты. Хорошо мотает. Момента объявляется война. Ты не передумал, не поздно еще. Там за туманами я зажгу в гостиной свечи. Так, вторая сторона. Аналогично все. Не влюбиться слишком рано. Ну вы сами все слышали. Ужасное качество записи, возможно даже с телевизора, причем моносигнал. Концерт артистов российской эстрады. Там Укопник, Любэ, Пугачева, Королева, Кобзон, Николаев. Наверное, с подобным качеством записи я в свое время ходил по двору с Романтиком 306 под мышкой. За ней будем слушать Konica XR190 1990 года. Перемотка. Все отлично. Пока мне нравится. Хоть ненадолго, боль моя. Не умирай, любовь, не умирай, любовь. Как я не люблю попадать на проигрыши музыкальные, вместо того, чтобы петь. Вот с этой стороны кассета стала постукивать при перемотке.
Так, я уже понял. На этой кассете, в принципе, некачественная запись звуковой дорожки для мюзикла «Старые песни о главном 3» 1997 года. Идея этого сборника мне по душе, но качество записи данной кассеты мне не нравится. Звучит как моно, хотя уровни сигнала достаточно приемлемые, но звук какой-то плоский. Поэтому, скорее всего, я перезапишу уже именно студийную запись этого мюзикла. Кассета Soundbreeze CR90 с лентой второго типа, а точнее указано вот здесь вот на вкладыше. Супероксид кобальта с мелкими магнитными частицами, обеспечивающая высокую чувствительность, подходит для записи музыки. И конкретно лента изготовлена здесь дословно по инструкции Sodanica of Japan. В моей личной коллекции это первая хромовая кассета этого бренда. На рынке она появилась на границе 1980-х и 1990-х годов. Кассета вложена в футляр, отличающийся от коробки кассеты HQ1 с лентой первого типа. У него ребристые грани. У этой только две грани ребристые, здесь гладкая. Здесь все углы ребристые, только в центре небольшая вот прозрачная гладкая часть есть. И отличаются стопоры катушек. Здесь прямые, здесь перевернутый Y. В общем-то не треснут, но хорошо поцарапан. Вкладыш из плотной бумаги, чистый, но мятый. Кассета со стороны А имеет грязную в верхнем поле наклейку. У нее черный разборный корпус с фактурой в виде кирпичиков, сложенных в столбики. Цветовая гамма наклейки и вкладыша имеет три цвета: серебристый, белый и такой бордовый. Ярлычки для записи целые. Это кассета со вторым типом ленты. Оценим ленту. Во-первых, кассета плохо хранилась. На металлическом экране за подушкой проступает уже коррозия. Ракорд прозрачный с оранжевыми полосками. И после белой склейки черная хромовая лента. Послушаем. Кассета хромовая, но очень низкие уровни для хромовой кассеты. Тоска. В общем-то, с этой кассетой лежала такая подсказочка: Manfred Mann, 78 и 80-е годы. Два альбома с двух сторон. Честно скажу, не мое. Перезапишу. А следующая аудиокассета GVC F1S 90 минут изготовлена на заводе швейцарской компании ICM в 1990 году. Через год фирма была разорена. Футляр у нее прозрачный, имеет рифленые грани, лишь небольшой вот этот сектор такой прозрачный. Его отполировать и был бы идеал. Стикеры мне не достались, но вкладыш чистенький, на нем изнутри прописаны гарантийные обязательства. Кассета отличается от своего южнокорейского брата-одногодки буквально всем. Это абсолютно разные кассеты. Но год производства один и тот же, только разные предприятия делали их. Здесь корпус слегка тонированный, полностью гладкий, не за что зацепиться. И в 1990 году он уже был неразборный. В этом варианте, который я уже показывал, еще имеются винтики. Прямо на корпусе белой краской скромно указана модель кассеты и тип ленты. Блокираторы записи выломаны и серийного номера здесь нет. Сравним ленты, и уже даже вижу, что лента у нее совершенно другая. Ракорд прозрачный. Видите, лента вообще очень ярко-коричневая. Практически как у Басфа рыжая. Вот у этой кассеты. Но состояние как у новой. Послушаем. Тихонько мотается. Элтон Джон, что ли?
Однозначно. When each emotion pinball in your mind. Два альбома на кассете Элтон Джона. 1992 года The One и 93 год Дуэты. В общем-то, качественная запись с хорошим уровнем. Оставляю. Так, и финальная кассета этого обзора Fuji DR1X на 90 минут 1989 года. Такие узнаваемые крестообразные стопоры для катушек на подкассетниках Fuji. Сам футляр очень-очень сильно поцарапан. Полировка его не спасет, так как на крышке имеется трещина. Кстати, у нее такие же ребристые углы, как у Сайхан, только те были слим, а это же футляр полноформатный. У него есть в углу прямоугольное, незаполненное именем бренда поле. Зато в хорошем состоянии вкладыш для этой аудиокассеты. Кстати, изготовлен он в Японии. Корпус кассеты, на первый взгляд, имеет косые, пугающие трещины. Но приглядевшись, это оказываются складки, этакие дизайнерские фишки. Он прозрачный, разборный, только нижняя треть такая вот ребристая. Принт нанесен на корпус белым и зеленым цветом. И для незрячих на стороне А в кружке имеется точка, выпуклость. Строго напротив, на стороне Б кружок пустой. Здесь вот тоже не трещинка, а отрисовка поля для наклейки стикера, которых в комплекте у меня не было. Ярлычки для записи выломаны, но остатки гравировки серийного номера присутствуют. Катушки напоминают те, что установлены в кассетах Akai. Недавно я в видеороликах показывал. Но все же они другие. Мне они напоминают лучики рисованного солнца. Ракорд слегка молочный, с синими полосками. Лента вот такого цвета. В достаточно приличном состоянии. Заценим запись. Приятный тихий звук при перемотке. Тяжелая музыка. На второй стороне похоже, что они же. Все понятно. На этой кассете записаны два альбома 1990 и 1988 годов американской метал-группы, по-моему, называется Danzig. Мне она не по вкусу, поэтому запишу что-нибудь поприятнее. Так, и это все. Это были последние 5 аудиокассет из этой посылки. Все, с ней я закончил. Все видео с обзором 19 аудиокассет можно посмотреть в соответствующем плейлисте моего YouTube канала. Кроме того, я приобрел несколько аудиокассет второго типа, вдобавок к имеющейся в моей коллекции, и хочу протестировать на запись все хромовые кассеты. А их наберется до 20 штук, чтобы обозначить, на какие из этих кассет наиболее качественно ложится запись и какая копия получается наиболее близкой к оригиналу. Поэтому подписывайтесь на канал и ждите встречи в новых видео. Всем здоровья, пока!